Вкус этой полезной и недорогой колбасы не оставляет равнодушным, так как в ней масса ценного белка, природного магния и так необходимого нам состава микроэлементов. Эта колбаса не отличается от магазинной мясной, но в ней нет ни грамма мяса. Она хорошо подходит для поста и для тех, кто не кушает мясо. Вкусно и в виде бутерброда, и просто так. Как получить из всего одного стакана гречки целых 3 килограмма сочной и полезной колбасы, которая готовится из двух основных ингредиентов, буквально за считанные минуты, сейчас вам покажу и расскажу. Подпишитесь, чтобы не потерять это видео, а мы начинаем магию по превращению одного стакана гречки в 3 килограмма вкуснейшей и полезной колбасы. А готовится это проще простого. Я замочил гречку на ночь, ровно стакан, она набухла. И теперь я убираю лишнюю влагу, которая нам не нужна. Далее к гречке я замочил бонусом, но можно это не делать, пропустить этот шаг. Полстакана чечевицы, красной чечевицы. Что дает чечевица? Чечевица нам дает белок, целых 24 грамма на 100 грамм продукта. Я думаю, это немаловажно для тех, кто хочет веганскую колбасу без мяса, без ничего животного. И теперь все, что нам остается, это аккуратно все сделать, и получим на выходе шикарнейшую колбаску. Влага. Убрали влагу. Пока я помещаю чечевицу и гречку в блендер, интересно узнать, из какого города, из какой страны вы смотрите этот рецепт. Я за общение в комментариях, я их читаю, лайкаю, и мне будет приятно наше с вами общение в комментариях. Отправляется основная порция гречки. На самом деле можно брать меньше, потому что получается очень много. Я готовил уже такой рецепт, и получилось очень-очень много. Поэтому, друзья, если вы возьмете полстакана гречки, этого будет вполне достаточно, чтобы хорошенько покушать. Далее нам остается добавить несколько вкусных ингредиентов, которые обогатят нашу и до того вкусную и полезную колбаску. В этом рецепте прекрасно себя зарекомендует морковочка. Я взял одну среднюю морковочку, ее делю на 4 части. Сильно мельчить не надо, поскольку у нас будет работа в блендере. Если вы без блендера, то тогда на мелкую терку натираем. Далее к морковочке сразу же отправляем 1,5 бурачка или 1 крупный. То же самое я натираю, нарезаю на крупные кусочки. На самом деле бурачок это на белорусском языке. Я живу в Беларуси, поэтому иногда, простите, говорю, как говорю. Свекла. Мы берем свеклу, одну крупную или 1,5 мелкие. И на крупные кусочки, чтобы взял ваш блендер. Все в одну кучку. Далее шаг не обязательный, но очень рекомендованный. Я беру 3 зубчика чесночка. Я их не нарезаю, но я их вот так вот придавливаю, чтобы они пустили сок. И буквально через 5 минут в таком состоянии они испускают какой-то такой фермент, который очень для нас полезен. Следующее, что желательно, но не обязательно, мы нарезаем 1 сладкий болгарский перец.
опять-таки крупными фрагментами, лишь бы только взял блендер. Этот рецепт я называю для ленивых, поскольку пару ингредиентов, которые, всегда есть гречка. Гречка, по-моему, у всех есть. Поэтому из доступных дешево, быстро, а главное вкусно. Колбаса. Эх, друзья. И все это мы отправляем в блендер. Вы посмотрите, как красиво у нас складываются цвета. Очень и очень насыщенно. И это будет очень и очень кстати для колбаски. Почему свекла? Свекла, она считается здесь главным. Потому что она природный краситель. Она нам надо не так ради вкуса, если я вам так по секрету скажу, как ради услады для глаз. Чтобы наша колбаса была максимально похожа на мясную. А именно мясистость нам дает чечевица, которую мы взяли полстакана. Это второй секрет. Чтобы хорошо крутил блендер, нам нужна влага. Я беру 2 стакана теплой воды. Я ее подогрел, хорошенько подогрел и отправляю в блендер. 2 стакана. Кроме того, нам понадобятся специи. Именно специи будут выделять нашу колбаску среди прочего всего наподобие каш. Я беру 2 чайные ложечки соли. Паприки я беру 2 чайные ложечки. Мощные такие ложечки. Паприка копченая. Я беру ложечку чайную сахара. Сахар, а точнее я беру сахарозаменитель. Я не кушаю сахар. Кстати, вы кушаете сахар? Напишите в комментариях. В качестве сахарозаменителя я использую эритрит. Это дынный сахар с нулевым гликемическим индексом. В общем, если хочется сладкого, то я беру именно этот сахарозаменитель. Далее четверть чайной ложечки черного молотого перца. И в завершении у нас 2 приправы мои любимые, но не обязательные. Я смолол кориандр, а именно 2 чайные ложечки кориандра. Ох, как пахнет шикарно. И еще одна специя, это прованские травы, 2 чайные ложечки. Я фанат прованских трав, но вы кладите на свое усмотрение, если вы к приправам не очень, поэтому тут, что называется, на вкус и цвет. И все это мы блендируем максимально в однородную массу. И посмотрите, как сейчас преобразится гречка под воздействием моркови и свеклы, а именно свеклы. Блендер у меня 2,5 литра, и он под завязку полон. И это все из 1 стакана гречки и полстакана чечевицы. Это просто фантастика. Я все отправляю в одну большую емкость. Жидкость получилась достаточно вязкая, приятная. По ароматам уже доносятся прекрасные ароматы. А мы еще только сделали половину. Посмотрите, какая прекрасная консистенция, насколько оно выглядит шикарно. Включаем огонь. Я включаю сразу на максимум и ставлю наше будущее деликатесное блюдо. Сюда же я добавляю 2 столовые ложечки кокосового масла. Но можете взять обычное, оливковое или обычное, которое у вас есть. Будет точно так же вкусно. Я решил сделать именно на кокосовом, потому что мне нравится привкус кокосового масла. Так как я включил на огонь большой, надо постоянно, друзья, помешивать.
Время приготовления примерно 10-15 минут. Все зависит от мощности вашей плиты. Я беру по максимуму. 15 минут обычно у меня занимает. И вот в эти 15 минут нам надо сделать последнее действие перед финальным результатом. У меня сразу начинает кипеть, поэтому я уменьшаю до 2. Тонкостенная посуда, и она моментально может пригореть. Поэтому будем варить на маленьком огне. Это дело я отставляю. И финальная стадия. Пока журчит у нас колбаска, я беру 15 грамм желатина. Если вы против желатина, можно взять агар-агар. Рецепт точно тот же, эффект точно так же, но желатин это у нас животное происхождение, а агар-агар это природное. Выбирать вам, эффект один и тот же. И заливаю 80 грамм теплой воды. Далее все, что нам надо сделать, это помешать, чтобы быстро не осело, и сделать водяную баню. Как делается водяная баня? Все просто. Берется емкость большего размера, наливается немножко воды, горячей воды, и вставляется в емкость. У меня чуть больше, чем надо воды, она может вылиться, поэтому я беру и делаю по краям. Все, в этой водяной бане желатин быстро растопится. Вот посмотрите, я думаю, вам видно во вторую камеру, оно бурлит как гейзер. И когда я в прошлый раз делал подобный рецепт, но немножко другой, я спалил дно своей кастрюли. Чуть-чуть замешкался, чуть-чуть не помешал, и все. И дно пригорело капитально. Поэтому не повторяйте моих ошибок, а постоянно помешивайте, потому что оно очень-очень-очень быстро закипает. Далее, что нам надо сделать? Я беру один лимон, точнее его пополам. И нам надо взять сок половины лимона. И его смело погружаем, выжимаем прям рукой. Я это делаю желательно без косточек. В итоге у нас должно получиться примерно 3 столовые ложки лимонного сока, который мы сейчас 2 инструментами втираем в однородность нашей колбаски. Шикарной веганской колбаски, запах от которой идет просто... Напишите в комментариях, друзья, вот вы ощущаете запах этой прекрасной колбаски? По крайней мере, по текстуре, по цвету она скоро начнет напоминать самую настоящую мясную колбаску. По консистенции она уже близка. И как только мы добавим желатин, все преобразится буквально за считанные мгновения. Желатин у нас уже на водяной бане растопился, поэтому отправляем его в общую емкость. И все, что нам остается, это погруженным блендером все еще раз перемешать в однородную массу. Чем больше масса будет однородной, тем более она будет походить на настоящую мясную колбасу. Вот теперь точно похоже на колбаску. Наша колбаска уже готова. Я только что выключил огонь. Прокипело 15 минут. И посмотрите, какая консистенция должна получиться. Вот такая. И все, что нам остается, это поместить в форму и продегустировать. Важную роль играет емкость, в которой мы делаем. Надо найти максимально приближенную к той, которая похожа на настоящую мясную колбасу, продающуюся в магазине. Для этого я взял емкость от погружного блендера.
Вот такая емкость. Она 600-800 миллилитров где-то. Я беру чуть-чуть маслица. Любое масло можно взять, даже не только подсолнечное, но и любое сливочное. И смазываю все стеночки аккуратненько. И пусть даже еще смесь горячая, для вот этого пластика оно просто можно смело наливать и наслаждаться. Кроме того, друзья, у меня есть очень похожий рецепт, креативный, на канале «Художник на кухне». И я хочу им с вами поделиться. Ссылочку на него я оставлю в описании. Вот такая красота. Я наливаю почти до самого верха. И делаю важный момент. Многие этого почему-то не делают. Имею в виду, не вытираю все, что лишнее накапало, а то, что не закрывают вот такой вот пищевой пленочкой. Немногие знают, зачем закрывать, поэтому те, кто знает, напишите, друзья, в комментариях. И те, кто не знает, будут вам благодарны. Кроме того, я за общение в комментариях. Ну, если даже и лайк поставите, я буду искренне рад. И это сподвигнет меня делать для вас новые и полезные рецепты. Друзья, вот у меня еще есть вот такие вот формы для запекания, выпекания. И именно их я сейчас тоже буду заполнять нашей еще горячей жидкостью. Вот так вот. И вот так вот. Кто бы мог подумать, друзья, что столько гора просто колбасы у нас получается из одного стакана гречки. Друзья, повторюсь, 1 стакан гречки. Теперь нам надо это все утрамбовать. Вот так вот. Консистенция прекраснейшая. Я беру пленочку и закрываю пленочкой, как я уже это и делал раньше. Вот так вот. И отправляется это дело в холодильник на несколько часов. Но перед этим должно остыть. Горячее в холодильник не стоит помещать. И вот посмотрите, я вам еще раз просто покажу, сколько у нас получилось. Вот такая огромная емкость. Плюс еще емкость вот такая, тоже увесистая. А это еще более весит. 3 огромные емкости из одного стакана гречки. А сейчас, через мгновение, мы все это попробуем. И интересно по 10-бальной системе в комментариях увидеть вашу оценку данного рецепта. Вы будете готовить данный рецепт? Или же он вас не зацепил? Вот такая красота у нас получилась через пару часов в холодильнике. И давайте посмотрим, как она будет отходить от формы. Она сама буквально вывалилась из формы. Посмотрите, какая красота. Она плотная, тяжелая и по-настоящему, как настоящая колбаса. Но здесь нет ни грамма мяса. Друзья, эта колбаса, она вообще не отличается никак. Ни по внешнему виду, на вкус она шикарнейшая. Выход получается... Я вообще не ожидал, что столько колбасы получится. У меня даже емкостей столько не было. Сколько получается из одного стакана. Одного стакана продукта, который есть у всех на кухне. Это просто... И оно все тяжелое.
сытное, красивое, а главное полезное и можно в пост. Ни капли мяса. Не знаю, как у вас, у меня уже слюна идет, просто нет возможности ждать. Я давайте сейчас распилю и покажу вам внутренности. Я сделал с горчичкой. Мне очень нравится с горчицей, поэтому очень хорошее сочетание. Не знаю, сколько стоит веганская колбаса, но вот это, пожалуй, самая дешевая веганская колбаса, которую вы можете сделать за 10 минут. Даже я вот сейчас разломаю вам и покажу. Просто по внешнему виду она вообще никак не отличается. И даже вот на излом берется просто великолепно. Ой, просто не могу, ну так хочется попробовать. Друзья, поставьте лайк, если вы тоже хотите попробовать. А лучше напишите комментарий, будете ли вы готовить этот рецепт. Вот это да! Вот это просто супер! Божественно! Дорогие мои, пусть Создатель щедро наполнит вас здоровьем, счастьем, молодостью и изобилием. Благодарю, что досмотрели это видео до конца, поставили лайк и написали комментарий. Этим вы помогаете развитию канала, а меня вдохновляете на создание новых полезных рецептов для вас. Не прощаюсь с вами, а приглашаю посмотреть вот этот чудесный рецепт. Думаю, он станет одним из самых полезных для вас.